Я приветствую всех трейдеров, с вами Аркадий Романович. Ну что, в этом видео будем учиться. Будем учиться торговать системно, последовательно. Я покажу на примере своих сделок. Это будет видеоразбор плюс обучение. Мы немножко поговорим о том, что во многом определяет ваш успех в трейдинге, что может определить, если вы еще не знаете. И мы посмотрим на примерах последних сделок. Это вчера, 23 и понедельник, 22 ноября. Получилось чуть больше 1000 баксов. Это примерно в 1,5 раза, наверное, меньше, чем могло быть, учитывая, что я торговал очень осторожно, но мы, если останется время, затронем и эту сторону, это психологическая сторона процесса. Но хотелось бы чуть больше сегодня с вами пообщаться про техническую сторону, потому что шума много вокруг, правда, информации очень много, а вот что с ней делать непонятно. Как ее преобразовать в результат для себя, и чтобы это было понятно, просто. Вот сейчас этим будем заниматься. Минут на 20-30 наш тренинг. Это золото, потом перейдем к индексу NASDAQ. Возможно, будут сделки прямо здесь сейчас. Сегодня уже 24. Через час будет, даже вру, через час, через 1,5 часа встреча с трейдерами в чате. И завтра выходной, день благодарения в США, поэтому сегодня такой предпраздничный день. Так, давайте к сделкам. Вчерашним сделкам по золоту, потом к сделкам по NASDAQ. Но я не просто буду говорить, что вот здесь вход, а почему, какая последовательность и как это спроецировать вы можете на свой трейдинг. Если нравится такой формат, ставьте лайк. Кстати, помните, 2 дня назад писал видео про биткоин? Именно так, биткоин, криптовалюту. И что-то как-то, ребята, совсем плохо. Просмотров мало. Все кричат, давай, там, пиши видео про криптовалюту. Просмотров совсем нет. Я смотрю, вам не интересно, но я туда не буду писать. Напишите под этим видео, так писать или нет. Потому что те, кто посмотрел, пишут, да, а общее количество просмотров маленькое. И еще важно, что я крипто не торгую. И в ближайшее время не планирую торговать. Я торгую то, что приносит деньги мне. То, что, скажем так, обкатано. Потому что любая смена направления, в моем случае, да, там, ориентация на биткоин, да, или криптовалюту, или, скажем так, подстройка под его ритм. У него свой ритм. У золота, например, у фьючерсов других, у акций свой ритм. Да, у этого свой ритм. И мне потребуется отвлечься в какой-то степени от своей торговли и сосредоточиться там, потому что нельзя вот так сесть, и сразу торговать биткоин. Внутри дня нужно понять, как он ходит, нужно тестировать на нем определенные закономерности. Ну и вообще требуется время. Да, требуется время, я думаю, порядка 3-6 месяцев, чтобы адаптироваться к работе с инструментом, поэтому просто так сесть и там торговать нет. Ну и мне это не очень интересно. Да, потому что порой, когда золото и NASDAQ, другие индексы, нефть, DAX, что-то еще летает, выше крыши там можно, да, капитализироваться. Я трейдерам всегда говорю, в месяце примерно 2, 3, 4 дня больших, трендовых, волатильных. И если вы в это время не сконцентрированы, потом будет очень сложно делать деньги. Потому что мы делаем деньги, в 20% случаев на рынке. Вы не будете делать деньги каждый день, имеется в виду, большие. И вот золото в последнее время летает. Ну ладно, давайте к правилам, наверное. Итак, я торгую по системе Cluster Trader. У меня их 3. Первое это Cluster Trader, Range Trader и Scalping Trader. Если совсем коротко, меня сейчас спрашивают, Аркадий, а вот что выбрать вообще, на что смотреть? Кластер трейдер – это система, которая торгует 2 основных сигнала. Это сигнал на разворот, во флетах, в консолидациях, против тренда, и сигнал на пробой. 2 сигнала основных. Можно там еще комбинации, но сейчас, чтобы не грузить вас. И это все на основе вот этого TC сигнала, TC Sell, TC Buy. То есть мы его торгуем и на пробой, и на разворот, плюс паттерны. Слабые вершины, разворотные и так далее. Это кластер трейдер. Range трейдер фокусируется на пробоях определенных уровней, поддержки сопротивления, мы сейчас дойдем.
до этой системы. В основном это система для акций, индексов, фьючерсов. Одна из лучших будет. Если вы торгуете интрадей на этих инструментах, то Range Trader определенно то, что надо. Я обожаю те уровни по индексу NASDAQ, по DAX. Тоже неплохо в последнее время мы наблюдаем. Цена движется вокруг уровней. И мы чуть позже посмотрим. И Scalping Trader — это система, которая фокусируется только на коррекциях. Коррекциях по тренду. Назначение этого сигнала. И у каждой системы есть индикаторы, которые вы видите на графике, и роботы. То есть у нас есть роботы, которые торгуют на пробой. Мы записали новые тренинги, уже выложили их на сайт, и появились два новых продукта. Роботы TC Breakout, точнее, новые они для вас, для нас нет, но на сайте появились недавно. Это TC Breakout робот и TC Buy Sell робот. Посмотрите, чтобы сейчас тоже не тратить на это время. Вот. И у Scalping Trader тоже есть робот. То есть, возможно, как ручная торговля, когда вы видите сигнал, нажимаете кнопку, да, так и автоматическая торговля, когда вы торгуете, точнее, робот торгует, открывает сделки без вашего участия. В общем, вот вопросы пишите, а теперь к конкретной последовательности, к сделкам. Вчерашняя сделка, которая у меня была, это небольшая сделка, но важен процесс, да? После этого не было сумасшедшего движения. Итак, первое, что мы здесь видим. Sell-сигнал состоялся вот здесь, на этой свече, где я поставил вертикальную линию. Сейчас я возьму цвет какой-нибудь поинтереснее. Вертикальная линия. Вот здесь sell-сигнал. Почему он здесь состоялся? В каждой системе есть последовательность событий. Иначе говоря, это синтакс. Да? Что такое синтакс? Очередность событий, которые вы видите на графике, и от левого к правому краю графика. И эти события должны быть всем понятны, у всех должен быть один ответ на вопрос, есть или нет сигнал, есть или нет это условие. И это можно было репетировать, то есть это регулярно повторяется. Итак, в нашем случае первое условие SS1, да, это модель, которая помогает нам принимать решения, сила сигнала. То есть первое условие — это тест уровня. Тест уровня. Это, наверное, моя любимая комбинация, тест уровня. Вот здесь мы видим с вами sell-сигнал, но слева уровень. Предыдущая структура. Протестировали ли мы этот уровень? Да, абсолютно. Тест уровня? Да, это первое будет условие. Еще по поводу уровней. Одно из важнейших правил – это наличие двух точек касания. То есть, если я говорю тест уровня, то я смотрю налево, были ли еще касания. Раз, потом еще, потом еще. То есть, это подтвержденный уровень и вход сразу после сигнала. Тест уровня, TC Sell – это разворотный сигнал, вход на продажу. Ну, понятно, что стопы за уровнем, да, и эта сделка была у нас с трейдерами прямо в самом начале сессии. Видим, рынок не сказать, что супер много прошел, 30 пунктов, и потом появился паттерн. Да, рынок еще раз протестил и возможность продать еще раз на правой стороне паттерна. В принципе, это единственный трейд, который у меня был вчера. Почему единственный? Потому что не было активности. Вот моя сессия, а активности практически никакой нет. Тоже требуется определенное терпение. Не всегда это получается на 100%, но над этим нужно работать. Итак, первое условие тест уровень, второе какое условие? TC Sell, SS2, TC Sell. Что это образует? Кластер 2 Sell, два визуально продиктованных условия. Все, кто смотрит это видео, скажут, что есть тест уровня. А здесь несколько касаний было или нет? Минимум 2? Да. А я вижу стрелочный на sell? Да. Какое решение sell? К чему я это? К тому, что вам также нужно создать последовательность событий. От левого края к правому. Правый край что? Неопределенность. А чтобы было определенно, каждый шаг в этой последовательности должен быть четким, прозрачным, и чтобы не было других вариантов, да, уйти в сторону. То есть либо есть, либо нет. Потому что если вы от левого края, когда начинаете анализировать рынок, у вас уже там непонятки, то у правого края еще будет страшнее, еще будет неопределеннее, еще более стрессово, и вы будете под воздействием эмоций принимать решения в зависимости от того, как вы себя чувствуете. Вы
Сделали деньги, например, до этого. Вы чувствуете себя одним образом. Не сделали другим образом. А нужно прийти или постараться прийти. На 100% невозможно, но постараться прийти вот к точке, скажем, что вы будете делать и в том состоянии примерно одно и то же. Продолжить исследовать своему плану. А чтобы продолжить, нужно иметь вот эту основу. Да? Потому что каждый раз, когда мы с трейдером видим вот это условие, это вход в рынок, безоговорочный. Угу. Да, есть там нюансы мелкие, мы в чате разбираем, но в целом. Зафиксировали. И что это за сигнал? Это сигнал торговли на отбой от уровня. Все, по тренду против тренда меня не волнует. Во флете не волнует. Мне нужна вот эта картинка. 2 точки касания. Да, здесь мы видим с трендом. Можно, например, если с трендом удвоить позицию, 2 ордерами здесь входить. Почему нет? Или, двойным объемом. Вот вы торгуете, например, там 1% берете на сделку, 2% входите. Вот, например, стрелочный здесь. Интересен это стрелочный? Мы его с трейдерами видели в чате. Нет. Почему? Потому что не было теста уровня. А уровень где? Внизу. Бывает, они отрабатываются, но меня такие не интересуют. Меня интересует квалифицированный сигнал. Посмотрите на вечерний сигнал. Изумительный, технически. Тест уровня какого? 1, 2, 3. До этого было несколько точек касания. И вот он buy сигнал. Просто идеальный чисто по технике. Мы видим, здесь есть sell сигнал. Отличное движение, но это не квалифицированный сигнал. Почему? Потому что нет уровня слева. Можно продать? Можно. Но вопрос, торгует ли трейдер в таких кондициях? Да или нет? Угу. Идем дальше. Днем ранее. Этот день самый лучший был. Это позавчерашний день, 22 понедельник. Про этот сигнал мы уже с вами говорили. Это обратная сторона стрелочная. Вот я говорил в кластер трейдер 2 сигнал. Один разворотный, да, один на пробой и все вокруг стрелочно. Так вот, что у нас здесь? Первое условие, которое мне необходимо, записываю, чтобы торговать на пробой. Теперь не на разворот, как вот я вам показал на пробой. SS1 что будет? Пробой уровня. Вслушайтесь в синтакс, это очень важно, потому что когда я говорю пробой уровня, да, я уже что-то подразумеваю дальше. То есть уже есть определенная картинка, которая должна появиться на графике, чтобы я дальше действовал. Тест уровня другая картинка, но что-то должно быть в основе. То есть первое условие, которое дальше раскрывает вам все дальнейшие действия. Если этого нет, вы не будете зарабатывать деньги. Как бы вы этого не хотели. Поэтому первое, пробой уровня. Какого уровня? Да, я могу задать определенный параметр. У нас есть робот TC Breakout, который торгует и отслеживает пробой уровней. С какого таймфрейма? С 5 минутки, с 15, с дейли, с часового. Посмотрите видео на сайте новое. Там минут 10 обзор робота, чтобы сейчас не тратить время. Пробой уровня. Дальше какое условие второе? Какое условие второе? Что мой глаз должен увидеть конкретно? SS2. Второе условие. Сила сигнал номер 2. TC Buy. Здесь важно отметить, уточнить, когда вы создаете правила, надо уточнять, какого уровня, любого или сопротивления, пробой уровня, в моем случае поддержки. С какого таймфрейма я могу уточнить, например, с M5. То есть уточнять, чтобы не был там, когда пробьют, а какого пробили, а может быть это важно, а может быть это не важный уровень. Поддержки. Поддержки. SS2, TC Buy. Вижу я эти условия пробой уровня. Поставим вертикальную линию. Да. Вот на этой большой свече. Дальше. TC Buy был? Да. Это второе условие. Какое третье условие? Пробой минимума. Вот этого, где TC Buy. Взял горизонтальную белую линию. И вот так поставил.
пробой означает закрытие телом ниже. Вот на этой свече мы поставим третью вертикальную линию. Это будет условием 3. Условием 3, SS3. SS3 пробой минимума TC by. Вот этой зоны TC by, и еще можно 2 свечи влево взять. Вот самый минимум. Поставили горизонтальную линию, пробили. Но мы не можем сказать нет. Мы не можем сказать, что здесь нет TC by, если он есть. Мы не можем сказать, что здесь нет пробоя, если он есть. Есть или нет. Угу. Появляется ли у трейдера, как вы думаете сами, какая-то определенность в дальнейших действиях у правых трейдеров или нет? И обратите внимание, ничего не использую более, не нагружаю графиксу, не рисую, не черкаю линии всякие неопределенные, которые. Конкретная информация. И все, что мне нужно делать дальше, провести большое количество репетиций и повторений, чтобы затем чуть больше узнать о том, в каких обстоятельствах, в каких кондициях эта история будет работать очень хорошо, а в каких чуть хуже. Но это уже следующий уровень. Поэтому мы в закрытом чате эти сценарии отрабатываем каждый раз. Угу. И эта техника торгует что? Вот что торгует эта техника? Вот это первое. Она торгует развороты, она торгует флеты в основном. Что торгует эта техника? Сильные трендовые рынки. Полная противоположность. Когда рынок в боковике, либо не определен, вот эта техника идеальна. И пробой не работает, неэффективны там. Поэтому мы используем определенные фильтры, которые позволяют отсеять те сделки, которые не нужны, либо минимизировать наше участие в таких сделках. Идем дальше. Вот это одна из топовых была сделок этой недели. Рынок просто за 3 минуты на 100 пунктов, как шарахнул в моменте буквально. Идем дальше. Еще стоит отметить вот эту сделку. Я не взял здесь большой профит, но тем не менее. Уровень сила сигнала номер 1, видимо или нет, да или нет, да или нет, да. Мы видим здесь TCSL, но он не интересен мне. Почему? Потому что не на уровне, не возле уровня. Мы видим TCSL, да. Кластер 2 sell. С трендом или против? С трендом. Как я определяю тренд? Возникает вопрос. Очень часто трейдеры используют разные таймфреймы, чтобы определить тренд. Переходят там на daily, H4. Вот видите, у меня минутка, другого таймфрейма нет. Потому что все, что мне нужно с других таймфреймов, есть на моем рабочем. У меня выведены все уровни. И я знаю, что вот здесь, например, произошел пробой очень важной поддержки. Это часовой, если я не ошибаюсь. Здесь не видно. Да, часовой уровень поддержки. И я смотрю тренд с точки зрения пробоя уровней. Если пробивается уровень поддержки, тренд медвежья, уровень сопротивления, тренд бычий. Если никакие, тренд нет. Тренда нет. Все. Какие-то там дополнительные инструменты я сам, когда торгую руками, не использую. Можно добавить наш тренд-фильтр. Это будет интересно, будет полезно. Но тут индивидуально для всех. Я сторонник и уже в течение почти 10 лет я смотрю на уровни как основу своих решений и основу определения тренда. И эти уровни строятся с разных таймфреймов старших. Вот они здесь сопротивление, я знаю, могу навести мышкой, посмотреть, с какого таймфрейма это сопротивление, откуда оно тянется и так далее. Вот зона поддержки, все, больше никакой информации нет. Черкать там, определять что-то не нужно. Я иду по пути упрощения. Вот в кластер трейдер 2 основных сигнала, в рейндж трейдер тоже там 2 основных сигнала, в скальпинг трейдер 1 основной сигнал. Понятно, там могут быть другие комбинации, но мы говорим про конкретный один, да, который чаще всего встречается и который наиболее прибыльный. Идем еще. Это уже все. Это уже вчера-позавчера. Давайте NASDAQ посмотрим. Итак, что мы видим с вами? Тест уровня. Сила сигнала номер 1. Давайте поближе. Все-таки, чтобы вам было тоже видно. Это вообще классика. Топчик. Если так можно сказать. Тест уровня, сила сигнала номер 1 пишем. SSI1, я не буду все это писать полностью. ТУ, тест уровня. Да или нет, да. TCSL вижу после теста. И вот вчера мы тоже разбирали с трейдерами. Важна вот эта очередность событий.
не стрелочный тест уровня, а тест уровня стрелочный. Тест уровня стрелочный. Это так помогает мозгам, так помогает выстроить вот эту, скажем так, это постепенность, что ли, торговли. И здорово гасит вот этот вот эмоциональный порыв, который периодически, да, порывы, которые у тебя вот иногда бывает, нахлынет как желание, там что-то увидел, все, что-то надумал, переключить внимание на последовательность событий. Итак, SS1 тест уровня, SS2 что? TC-Sell. TC-Sell. Вижу или нет? Трейдеры, спрашивайте всегда себя. SS2, TC-Sell, да или нет? Ну, конечно, да. Я же вижу это. SS3 что будет? SS3. Паттерн. Вершина. Мы видим, робот нам показывает. Вершина. SS3. Все это автоматически происходит. Нам не надо самим искать уровни, паттерны. Вершина. Дальше. Четвертое условие какое будет? SS4. Закрытие. Если это вершина, закрытие ниже минимума PD предыдущей свечи. После завершения паттерна сначала поставим тест уровня. Стрелочный. Паттерн. После завершения паттерна мы ждем первую свечу, которая телом закроется ниже минимума предыдущей. В этом случае какая свеча? Вот это, да или нет? Да. Вот она. 4 вертикальные линии, которые соответствуют 4 условиям. Иногда бывает тест уровня стрелочный на одной свече. Это не так важно. Sell здесь. Кластер. Что? 4, 3, 2. Сколько условий? 4. Значит, кластер 4. Sell. Могу ли я это репетировать каждый раз, когда вижу такую ситуацию у правого края графики? Да или нет? Да, абсолютно. Угу. Вот эта ситуация, которую мы с трейдерами разбирали, очень интересный пример. Давайте посмотрим, ведь здесь похожая история. Да, нам робот не показал, что здесь есть паттерн. И есть одна причина. Почему? Потому что я добавил у себя в своих настройках, да, потому что если настройки стандартные, скажем так, то, скорее всего, он здесь есть, но я добавил один нюанс. Я хочу видеть паттерны, которые не превышают в масштабе своем, вот если мы возьмем от минимума до максимума, 300 пунктов, да, 30 пунктов. То если мы возьмем отсюда до сюда, мы увидим паттерн почти 50. Это означает, что если я где-то здесь войду на правой стороне, да, или здесь даже, мне надо поставить очень широкий стоп. Еще один сигнал, который был у трейдеров, я этот сигнал не принимал, пробой уровня range трейдер. Видите, красный уровень, зона сопротивления вот этот. Пробой уровня. Если здесь цена пробила уровень, мы ожидаем первое движение к следующему уровню, быстрое движение. Пробили, и рынок быстро, кстати, 30 пунктов в моменте, да, выскочил. И это тот сигнал, который, как правило, подразумевает одно основное условие. Пробой красного уровня. Это система range trader. Если мы пробили красный, это buy. Если мы пробили зеленый, это sell. Все. Пробой красного buy, пробой зеленого sell. И очень часто, не всегда, но очень часто оттуда приходят большие трендовые движения. Давайте вернемся к Gold, посмотрим, есть ли у нас уже какие-то сделки, намечаются ли они. Прям короткий анализ. И я это уберу сюда. Я буду постепенно готовиться к своей сессии с трейдерами. Так, это золото. Вот что я вижу здесь. Я уменьшаю чуть график, чтобы видеть ключевые уровни поддержки, сопротивления. Ключевая зона сопротивления сегодня какая по золоту для меня? 1796. Это не значит, что здесь обязательно я буду входить в сделку. Но это структура, которая выступала с сопротивлением. Смотрите, здесь какие сигналы. Особенно вот этот сигнал. Смотрите на него. Разворотная вершина. Кто из наших торгует в Европу утром? Сейчас. Тест уровня. Смотрите сюда. Да или нет, да, стрелочный, разворотная вершина. И покатился рынок. Посмотрите. Да, пришлось бы посидеть в сделке долго, но чисто сам сигнал. Да? Тест уровня, стрелочный паттерн. Тест уровня, стрелочный паттерн. Тест уровня, стрелочный паттерн.
Мы видим вот эти сигналы. Buy сигнал, profit, profit, profit. Но вопрос, торгует ли трейдер такие сигналы без уровня. Я смотрю налево, нет уровня. Смотрю по левой сторону, нет уровня. Да. Ключевая поддержка по NASDAQ, по золоту 1782. Это low. Low это минимум сегодняшнего, так полагаю, дня. Может быть, даже вчерашнего, сейчас посмотрю. Минимум вчерашнего дня, да, по золоту. То есть я понимаю, что рынок находится внутри, скажем так, большого канала, да, большой консолидации. Все, этой информации более чем достаточно. Это говорит о том, что не стоит пока действовать очень агрессивно по золоту. Искать пробои по золоту не стоит. Потому что лучше всего в этом рынке будет работать вот эта комбинация или комбинация с паттерном. То есть обстоятельства, которые сейчас есть на графике, более благоприятны для комбинации, для торговли на разворотах, точнее от уровней, в боковиках и так далее. Откуда мы это знаем? Ну, потому что очень много репетируем одно и то же. Посмотрим, как сегодня пойдут торги по Gold. Да, как мы откроемся, удастся ли поймать парочку движений. И я надеюсь записать для вас новое видео с обзором. Если такие обзоры нравятся, ставьте лайк, пишите вопросы, если они возникают по системе, либо в целом по рынку. Ну и до встречи на онлайн-торгах, в закрытом чате, на обучении по сигналам системы Cluster Trader, Scalping Trader, либо Range Trader. Все, пока.